Всем привет! И в общем сегодня я попал в ДТП. Но оно особо не сильное, но мы ждем страховщиков. Видно, что помял фартук, разбит фонарь. Зашел внутрь, что один, что второй. И багажник не открывается. В общем так. Всем привет! Я попал в ДТП. И сейчас буду пытаться починить свою BMW. Вот видны последствия ДТП. Фартук, фонарь, бампер. Ну а также у нас теперь не открывается багажник. Поэтому я буду через отверстие для колонок откручивать петли и откручу замок багажника. Ну а теперь можно оценить последствия аварии. Замок полностью убит. Как минимум пол вроде бы целый. Фартук попробуем тогда выправить с помощью гидравлического домкрата. С гидравлическим домкратом ничего не вышло, он отказывался работать в состоянии лежа. Поэтому я использую механический домкрат. Главное использовать деревяшку, которая будет подпилена под форму фартука. Это будут вот такие косяки. Ну что ж, я выправил фартук. Теперь у нас все ровно. Основные, так сказать, удары я скрыл за госномером. Это, кстати, моя новая юбка ББС. Реплика, я не знаю, буду ее ставить или нет. Надо посмотреть, как она будет смотреться. За фонарь, кстати, отдельное спасибо Роме. Ну а сейчас пора ставить задний бампер. Я тут прикупил новенький. И вместе с ним один подарили на запчасти. После аварии-то и мой был нормальный. Его не задело, но... Может, кто помнит, но он был полированным. И, собственно, за это время он весь заржавел. Вот я поставил задний бампер. И что мы имеем? На самом деле следов ДТП я просто не вижу. Как говорится, не бито, не крашено. Бампер мне очень нравится. Вот отдельное спасибо Эдуарду из Армавира. Если ты меня смотришь, привет тебе. Он действительно в очень хорошем состоянии. И купил я всего лишь за 1500. Да и плюс мне еще он второй подогнал как запчасти. По сути, на этом и заканчивается мой ремонт после ДТП. Но так как выплата была довольно большая, я немножко закупился запчастями. Но об этом чуть-чуть позже. Также отличная для меня новость, что я нашел наконец-то последний молдинг на эту дверь. Если вы не понимаете, о чем идет речь, то видно, что вот здесь у нас есть порожек, а вот тут почему-то его нет. Я даже не знаю, с какой это машины, потому что не было никаких 28-х без этого порожка. А вот наш новый молдинг. Надо его будет почистить и буду ставить. Теперь у меня наконец комплектные молдинги. Еще за это время я сделал шумоизоляцию подкапотного пространства. Надеюсь, это снизит шум двигателя. Кстати, я еще продал свои диски, теперь я на Ронолах. Сейчас хочу покататься. В общем, хотел я накачать колеса, но понял, что у меня почему-то не работает генератор. Сейчас придется с этим разбираться. Я купил новые щетки на генератор. Сейчас буду ставить их, надеюсь, мне это поможет. Для этого нужно снять ДМРВ, ну а потом сзади в генераторе там ее снять, заменить. Ну вот и все, деталь заменена.
Как вообще понять, что генератор неисправен? Первое, это при включении зажигания не горит на приборке лампа аккумулятора. После чего я завел машину и скинул клемму аккумулятора, и машина полностью заглохла. Ну теперь посмотрим, что будет сейчас. Ну что ж, включаем зажигание. Нет. Дело не в этом. Я накинул массу на генератор, но ничего так и не помогло. Сейчас я попробую заменить лампочку в приборке. Если в этом будет проблема, это будет фиаско. О да. В общем, просто контакт плохой был. Я починил, что скажешь. Ненадолго.